Приветствую вас на моем канале, с вами Миронова Виктория. В сегодняшнем видео я буду делать мужской маникюр. Вы много раз просили сделать видео без ускорения, так что это специально для вас. Конечно, не забывайте ставить лайки, это очень важно для меня. Подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Обещаю, впереди будет много интересного. У меня уже давно среди моих клиентов нет мужчин, ведь я делаю маникюр только с покрытием. Так, чтобы не растирать все навыки, я иногда делаю маникюр своему мужу. А из-за нехватки времени могу сказать, что делаю я это крайне редко. Как говорится, сапожник без сапог. Хорошо, что я начала снимать видео для вас. Теперь хоть стараюсь делать маникюр себе, а то раньше ходила с чем попало. Девчонки, а как обстоит ситуация у вас? Вы часто балуете своих мужчин маникюром? Или они, как мой муж, придумывают обрезать себе кутикулу 1001 способом? Последний раз инструментом для удаления загрубевшей кожи был канцелярский нож. Я как увидела, чуть не упала. Короче, нашла я лишний час, чтобы наконец-то сделать мужу маникюр. Ну и, конечно, записать видео для вас. Я уже оформила свободный край ногтя, пушером отодвинула кутикулу, налипшую на ногтевую пластину. Если птеригий очень сильно прирос к ногтевой пластине, а он прирос за 3 месяца, я обязательно беру шабер или апельсиновую палочку и аккуратными мелкими движениями счищаю птеригий, таким образом я раскрываю кутикулу. Сегодня буду использовать не одну насадку, а несколько, так как работы очень много, начиная с фрезы пламя с красной насечкой. На режиме Forward, включив где-то 15 тысяч оборотов, начинаю обрабатывать зону кутикулы и боковых валиков. Кто постоянно смотрит мои видео, знает, что на режиме Forward моя фреза движется за часовой стрелкой. А мои движения направлены сейчас все против. За счет этого происходит сопротивление и бор выгребает все омертвевшие ткани. Так как птеригия накопилось много, я повторяю одни и те же движения несколько раз, чтобы маленькими короткими шажками побороть всю налипшую кутикулу. Когда с одной стороной справилась, переключаю мой аппарат на режим реверс. Но перед этим обязательно сбавляю скорость до 0, жду пока насадка перестанет вращаться и аж потом меняю режим, ведь если этого не делать, ручка аппарата быстро выйдет из строя. Хорошо очистивши всю ногтевую пластину от птеригия, сразу же приступаю к отжиму кутикулы. Плавными движениями истончаю кутикулу. Скорость вращения бора не меняю, так и работаю на 15 тысячах оборотов. Вы часто спрашиваете, как можно ускориться в работе и не тратить много времени. Самое первое – убрать все лишние движения. Идти четко по намеченному плану. Я работаю сразу со всеми 10 пальцами.
Например, очищаю правый синус сразу на всех пальцах и аж потом переключаю на другой режим и обрабатываю левый синус. Таким образом значительно сокращается время, ведь я не распыляюсь на постоянное переключение аппарата. Теперь, когда вся кутикула стоит заборчиком, ножницами срезаю отжатую кутикулу и мелкие заусеницы. Насадкой микрофон с красной насечкой обрабатываю зону боковых валиков и кутикулы. Вращается фреза со скоростью примерно 5000 оборотов. На этом этапе я зашлифовываю срез от щипцов для кутикулы. В принципе, на этом этапе можно было бы уже и закончить, но я решила еще немножко заморочиться. Так что беру фрезу пуля с острым носиком и еще раз сначала на форварде, потом на реверсе прохожусь в складках, чтобы вычистить все остатки омертвевших клеток, которые я не достала с первого раза. Ну и на завершение серым шлифовщиком на режиме форвард, включив 15 000 оборотов, шлифую ноготь и кожу вокруг ногтя. Ну вот и все, маникюр готов. На работу потратила почти целый час. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали этого, и конечно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока, до встречи в новом выпуске.